Всем привет, с вами Филином. Сегодня я расскажу вам о строительстве, жизни и разрушении одной из самых больших баз не только сервера ToBe2T, но и всего Майнкрафта в принципе. Я также лично посещу территорию, покажу то, как она выглядит на данный момент и расскажу обо всем, что с этим связано. В общем, начинаем. Но пока, знаете, где можно провести уйму свободного времени, играя в Майнкрафт с друзьями? Ну а я знаю. Сегодня я расскажу вам про один из серверов проекта Diamond World, а именно Prison Eva. Режим Prison Eva ежедневно посещают тысячи игроков. Развивайтесь, чтобы получить лучшее снаряжение, руны и даже питомцев, которые будут вас защищать. Улучшайте посохи, навыки персонажа и силу питомцев, чтобы одолеть сложнейших боссов или даже отправиться в данжи за их сокровищами. Окунитесь в мир магии и приключений прямо сейчас. Здесь вы можете создать и развивать собственный клан, а затем сразиться с другими командами за доминирование над территориями. Если вы хотите встретить меня лично, то выбирайте третий сервер Prison Eva, где я играю под ником Денис Филином. Переходите в описание, чтобы получить особый подарок, который поможет вам в начальном развитии. Ну а я продолжаю. Mew Megabase, она же Мегабаза. Это клановая база, расположенная в огромной, искусственно выкопанной яме шириной более чем в 1000 блоков. Является одной из самых больших и узнаваемых баз сервера ToBe2T, и вот ее краткая история. Все началось еще в середине 2017 года. Тогда произошло два ключевых события. Во-первых, была уничтожена база Сэма Мелон, принадлежащая группе игроков Melon Group, в результате чего у последних больше не было базы, но появилось много свободного времени. И во-вторых, примерно в то же время группа игроков Nether Highway Group заканчивала свои раскопки к угловой границе верхнего мира X+, Z+, что означало то, что скоро им придется искать для себя новый интересный проект. Именно тогда игрокам Автопия и Виллеруф пришла в голову идея о создании новой совместной базы. С поиском будущих участников проблемы не возникли. Они были давно знакомы со многими игроками двух упомянутых выше групп, поэтому планировали пригласить их принять участие в строительстве. В общем, в июле 2017 года игроки Автопия, Виллеруф, а также Joyleak начинают первое обсуждение идеи будущей базы и делятся ею с членами обеих групп. Название базы и ее общая концепция также принадлежат игроку Автопия. Он предложил название Mew в честь одноименного мифического затерянного континента, окруженного со всех сторон океанами. Большинству участников тогда понравилась эта концепция, и оставалось лишь дождаться окончания раскопок Nether Highway Group. И вот 8 октября 2017 года диагональный туннель к угловой границе верхнего мира X+, Z+, был прорыт. Это означало то, что теперь Nether Highway Group перестала быть общественной группой и можно приступать к работе. Для начала было отброшено несколько неактивных и не на 100% заслуживающих доверия участников, и началось создание и заполнение Discord-канала для новой базы. Тогда же к двум группам присоединились еще несколько игроков, принимавших участие в строительстве Южного канала. По итогу набралось 36 человек из 3 разных групп, и этого было более чем достаточно. Постройка любой базы начинается прежде всего с предварительного поиска под нее нужного места, и выбор места для Mew Megabase заслуживает отдельного упоминания. Она расположена суммарно более чем в 15 миллионах блоков пути от спавна и максимально далеко от любой из магистралей, проложенных на момент строительства. Также удачно была выбрана и сама местность вокруг базы. Mew должна была быть построена на достаточно большой цельной территории с джунглями, лесами и равнинами, вблизи которой не было так мешающих гор и океанов. Первым путешественникам из Nether Highway Group пришлось использовать свой большой опыт раскопок для создания сети туннелей, идущих в сторону базы. В каждом туннеле впоследствии было несколько тысяч блоков фальшивой пустоты, чтобы отпугнуть будущих потенциальных исследователей. В общем, 20 ноября 2017 года игрок под ником Hammernaut наконец-то прибывает на выбранное место для будущей базы. Но, к сожалению, вскоре после этого в игровой чат случайно просочились координаты одного из туннелей. После обсуждения между всеми участниками сложившейся ситуации было принято решение, что первоначальное местоположение Mew будет оставлено как база-приманка. В то же время настоящая Mew будет перемещена немного дальше. Когда путешествие было завершено, началось планирование, по итогам которого было согласовано следующее. База будет представлять из себя гигантский бассейн с терраформированной местностью и огромной горой внутри. Она будет окружена 12 водными каналами, каждый из которых будет разделять отдельный тематический район. Это был большой план, возможно даже слишком большой, так как многое из этого так и не произошло, хотя всегда хорошо ставить высокие цели. Первым строением на новой базе стала парящая в
воздухе платформа. На ней в основном были только кровати и прочие базовые предметы. Это был первый дом для всех игроков, когда они прибыли на новую территорию. Примерно в то же время начались работы по созданию огромной ямы. Первоначальный план предполагал, что яма будет иметь диаметр в 1600 блоков, но вскоре она была уменьшена до 1000 блоков из-за чересчур огромных масштабов проекта. Выкапывать вручную такой большой участок территории было непросто даже для целого клана, поэтому раскопки проходили в полуавтоматическом режиме. Участники базы строили ТНТ-машины и запускали их одну за одной. Они непрерывно сбрасывали блоки динамита вниз и тем самым уничтожали все на своем пути. Расход динамита же при таком способе был фактически нулевым, так как в механизмах он постоянно дюпался. Разработкой и экспериментами с ТНТ-машинами занимались в основном игроки The Best and Sound и Total Darkness. Вообще это достаточно непростая тема, так как с этим было множество проблем. Начиная с того, что пришлось строить не один, а целых два слоя ТНТ-машин, из-за того, что они просто не доставали до дна и динамит взрывался еще в воздухе. И заканчивая тем, что за ТНТ-машиной приходилось постоянно бегать, так как только она покидала зону прогрузки игрока, весь механизм останавливался, в результате чего его приходилось полностью сносить и строить заново. Рытье ямы началось в январе 2018 года и по итогу заняло несколько недель. Уже 17 февраля большая часть группы собралась вместе, чтобы сделать совместное фото. После этого еще пришлось достаточно долго убирать остатки лавовых озер. Никто просто не предполагал, что в круге шириной всего в 1000 блоков лавы может быть настолько много. И прежде чем мы перейдем к строительству, стоит рассказать, откуда у группы были все нужные ресурсы. О том, что на Тубитути много хранилищ с надюпанными шалкерами, думаю, упоминать не стоит. Но участники Mega Base пошли дальше. Они не искали чужие стэши и не стягивали все ресурсы на базу. Вместо этого у них был собственный приватный дюб, с помощью которого они могли добывать абсолютно любые ресурсы в неограниченном количестве. Его впервые обнаружил игрок под ником Ауйон, и чтобы сохранить дюб безопасности, он рассказал о нем лишь нескольким своим друзьям. Дюб был настолько секретным, что никто, кроме нескольких доверенных людей на базе, не был в него посвященным. Этот дюб получил название Чанг Дюб в честь особенностей его работы. Когда участникам базы не хватало каких-либо ресурсов, они запрашивали их через электронную таблицу. И спустя какое-то время нужные шалкера появлялись на парящей платформе. По итогу Дюб смог продержаться в секрете около года, прежде чем о нем узнало остальное сообщество игроков. Когда это случилось, игрок под ником The Best and Sound занялся его модернизированием и создал второй тайник. Там он уже мог дюпать примерно 37 шалкеров в секунду. По предположительным расчетам участников, за все время было надюпано около 200 миллионов предметов. И возможно лишь только 1% всех этих ресурсов когда-либо действительно использовался. Помимо непосредственно дюпа, этот способ также еще подходил для создания багнутых порталов и некоторых других вещей, которые невозможно создать в обычном выживании. Но главным творением The Best and Sound был тайник под номером 3. В нем было около 10 двойных сундуков почти каждого предмета в игре. Была надюпана даже ядовитая картошка. Впрочем, это и сыграло с ними злую шутку. В канун Рождества 2018 года Хаусмастер, админ сервера Tubituti, отредактировал тайник под номером 3 и удалил все имеющиеся там сундуки. Случилось это потому, что тайник создавал огромную нагрузку на сервер. И каждый раз, когда кто-то из игроков его посещал, ТПС сервера значительно опускался. После этого вклада игроки считали Хаусмастера одним из членов базы. И по некоторой информации он даже согласился на то, чтобы быть одним из ее участников. В подтверждение этому есть также скриншот, на котором одному из сельских жителей была заменена голова на скин Хаусмастера. И как вы понимаете, обычные игроки такое сделать не могли. Впрочем, что точно достоверно известно, так это то, что на базе по итогу была построена одна дополнительная статуя. После того, как группа выкопала яму и решила проблему с ресурсами, началось непосредственно строительство. Для начала игроки покрыли все дно дерном и приступили к возведению огромной горы. Ее спроектировал игрок под ником Тоши, а построили вот эти игроки. Из-за огромных масштабов проекта гора, естественно, была полая, что привело к массовому спавну враждебных мобов. Но эта проблема вскоре была решена, и внутри горы было построено что-то вроде хаба. В его центре находился адский портал, и от него же отходило 4 дороги с водными каналами прямо на территорию базы. Также по каждой из сторон были построены статуи жителей, в том числе и уже упомянутая статуя Хаусмастера. Сверху базы должен был быть построен небольшой каменный замок, но он так никогда и не был завершен. Помимо замка на базе много чего не было закончено, но давайте рассмотрим самое основное из того, что все же успели построить. Практически четверть базы занимает болото, построенное игроком Друд 14. Оно включает в себя светящиеся зеленые реки, огромный гриб,
рыбацкую деревню и многое другое, что должно было находиться в тени гигантского болотного дерева, которое так и не было построено полностью. Друд-14 также построил греческий храм, главной особенностью которого должен был стать самый большой адский портал на сервере. И этот портал действительно был построен благодаря все тому же Чангдюпу, но позже он был просто сломан. Вот эту башню построил Автопия, это парящий дом игрока Ламп, а это самодельные биомесы, созданные Scribble Fox. Он также построил несколько деревень и небольшой город на склоне главной горы. Из основных построек на базе это все, но Мью Мегабейс это не только территория этой ямы. Это еще и 12 каналов, отходящих от ее центра во все стороны. И если проследовать по одному из них, то можно прийти к храму богини Дыни. Его построил игрок под ником Аарон Алвин, и это, пожалуй, одно из самых красивых строений на базе. Там есть, собственно, сама статуя богини Дыни, а также отлично декорированные как внутренние помещения, так и внешние участки территории. И если вы думаете, что это уже все постройки, то нет. В верхнем мире я действительно уже все рассмотрел, но ведь есть же еще и нижний мир. Благодаря колоссальному удалению базы от спавна, ее участники не побоялись незваных гостей и не просто не сносили адский портал в аду, но и даже построили там некоторое строение. Основной портал в аду, так же как и в верхнем мире, находится в огромном хабе. От него отходит 4 магистрали, и 3 из них в принципе никуда особо-то и не ведут. За пределами базы есть еще небольшие строения, вроде уже упомянутых стэшей, зоны с телепортами, небольшая рождественская деревня и тому подобное. Но это я рассматривать не буду. А вот главная магистраль, она же Z+, ведет к 3 кораблям, построенным прямо на лавовом озере. Каждый из этих кораблей символизирует одну из групп, собравшихся для постройки базы. И у каждой из них есть свои отличительные флаги и знамена. Также у Мью Мегабейс был свой собственный единый баннер, который был предоставлен игроком Автопия. И он обозначал Тайное общество строителей. Из интересного в аду еще была огромная кольцевая железная дорога с детализированным поездом и самодельный гаст, внутри которого изначально располагался основной портал на базу. На протяжении всего ролика я неоднократно упоминал, что на базе не было закончено то или иное строение. И это, как вы понимаете, неспроста. После начала планирования еще в 2017 году и активной игры в 2018, у участников базы начал постепенно падать интерес к проекту. И большую часть 2019 года база была малоактивной. Однако в начале 2020 года игрок под ником Scribble Fox попытался исправить эту ситуацию и пригласил на базу несколько новых участников. Это вдохнуло в базу новую жизнь, и игроки начали строить планы на будущее Мью. Но продлилось это все недолго. Беда пришла, откуда не ждали. В конце февраля 2020 года был обнаружен эксплойт, позволяющий злоумышленникам заходить под любым Майнкрафт аккаунтом на сервер. И как можно догадаться, первыми целями для входа были известные игроки и участники масштабных баз. Координаты Мью Мегабейс были обнаружены, и это означало то, что скоро она будет загриферена. Одним из игроков, получившим координаты Мью, был легендарный Джаред 2013, и он тут же отправился в путь. Из-за удаленности базы от спавна Джареду нужно было потратить не меньше нескольких недель на дорогу, прежде чем он сможет туда добраться. Поэтому у участников базы было время на подумать. Для начала они перенесли большинство ресурсов с базы в личные тайники и приступили к финальному проекту. Они собирались заполнить всю территорию ямы водой, тем самым значительно усложнив жизнь будущим гриферам. Проект получил название Ной. База должна была затонуть так же, как и вымышленный затерянный континент Мью предположительно погрузился под воду. По итогу все сработало так, как и было запланировано. Ресурсы были перенесены, база была затоплена, и спустя несколько недель прибывший туда Джаред 2013 был сильно огорчен от увиденного. После того, как база была скомпрометирована, игрок под ником Бернси выложил на Reddit B2T статью, описывающую все эти события. И многие игроки поспешили увидеть все это вживую. Одним из этих игроков был игрок под ником Хунбау, который успел скачать базу с небольшими повреждениями. Позже игрок под ником Universias удалил всю воду на базе и восстановил почти все строения к оригинальному виду. Собственно, в основном благодаря этим троим и стал возможен этот ролик. О событиях, рассказанных в этом видео, я узнал еще 2 года назад. И уже тогда я для себя твердо решил, что мне обязательно нужно лично посетить эту базу. Но из-за ее огромной удаленности от спавна, я постоянно откладывал это событие. И вот буквально пару месяцев назад на Тубитуте вновь стал работать быстрый полет на элитрах, что и подтолкнуло меня вернуться к этой теме. Если
раньше для того, чтобы попасть на Mew Megabase, игроки тратили 1-2 недели, то сейчас любой желающий может это сделать уже за 1-2 дня. К тому же недавно была проложена кольцевая дорога на 10 миллионах блоков, и добраться до Mew стало еще проще. По прибытию на базу я был сильно удивлен. Она была фактически в идеальном состоянии, хотя с момента ее затопления водой прошло уже практически 3 года. Вероятно, за ней постоянно кто-то следит и время от времени восстанавливает основные постройки. Я сравнил некоторые строения по состоянию до и после, и выглядит это все весьма достойно. Также мне удалось обнаружить на базе тройной сундук, о нем не было нигде упомянуто в интернете, и как он там появился, я без понятия. Это явно неестественная генерация. Еще из-за того, что я посещал эту базу прямо на стриме, мне удалось встретить там несколько своих подписчиков. Я подписал для них книги, и мне даже показали, как сейчас выглядит легендарный второй тайник игрока The Best and Sound. Состояние у него, конечно, не такое хорошее, как у базы, но сойдет. Уходя оттуда, я, естественно, как всегда, скачал всю территорию и выложил сохранение на своем бусте, поэтому можете заглянуть. На этом у меня все. Не забывайте также подписываться на мой второй канал со стримами, группу ВКонтакте и Бусти. Также огромная благодарность донатерам, которые меня поддержали, ваша помощь для меня многое значит. С вами был Филин, всем удачи, всем пока!